Всем привет! В этом видео расскажу о совершенно потрясающем забеге от инклюзивного фонда, точнее фонда развития инклюзии в спорте «Больше, чем можешь». Собственно, забег тоже назывался «Больше, чем можешь». Пока что это лучший забег из тех, в которых я участвовала. У меня остался еще один, скорее всего, в этом сезоне, 28 числа забег «Я с тобой» для победивших рак и в поддержку тех, кто с ним сражается. Но пока реально вот этот инклюзивный забег — это лучший из тех, в которых я участвовала. Во-первых, регистрация была за день до самого забега. И она была в центре Москвы, на Арбате. То есть это просто пушка. Так, ну что, завтра очередной забег. Сегодня еду получать стартовый пакет. И вот, кстати, этот забег на 1500, то ли 2500 участников, но у них организована выдача стартовых пакетов за сутки до старта. Как говорится, учитесь. Единственное, что волнует, это погода, потому что сегодня утром было 7 градусов, ночью 5. Сейчас вот более-менее. И я вот уже сейчас в кроссовках и в целом полегче одета. Утром я выходила в шапке, в куртке, в ботинках. Там, конечно, будут раздевалки даже не в шатрах, а в помещении. И это классно, но в целом хотелось бы, чтобы было потеплее. Так, ну что, получила стартовый пакет. Вот в этом вот музее Сенсориум выдавали. Вот он. Я уже видела в телеге, что там просто куча ништяков, каши, какие-то там всякие приколы. Ну, потом покажу. Очень классно организовано. Там несколько человек сидит, у них коробочки, все по номерам. Выдают конвертик со стартовым номером и пакетик, собственно. А еще я увидела там парня, по-моему, его Стас зовут, но не уверена. Короче, есть фильм «Съесть слона», где играют актеры с синдромом Дауна. И вот этот парень оттуда. Я его увидела, очень обрадовалась и, правда, переживала, что он уйдет, но так как они, видимо, знакомы с организаторами, пока его мама стояла, общалась, я успела расписаться за... Ой, тут музыка. Успела расписаться за получение стартового и подойти к нему сфоткаться. Очень приятно. Вот, такое вот хорошее настроение. Из стартового пакета я батончик съела, по-моему, после финиша. Эти не мюсли, а как они называются? Отруби. Еще немножко остались, но довольно быстро начали кончаться. Вот. А овсянку одну уже попробовала, но она такая странная. То есть пахла она просто потрясно. Я открыла первую пачку с яблоком и корицей. Она пахла просто, восторг. Но еще когда я ее высыпала, я подумала, что у нее странная текстура, то есть она на манку больше похожа, чем на овсянку, порошочек какой-то. Ну и когда заварила, это тоже подтвердилось, то есть как я не размешивала, все равно оставались комочки, совершенно не было вот этой именно овсяночной структуры. То есть у нас, если у Велки там нормальные прям вот эти вот хлопья овсяные, у Быстрова вообще прям хлопья, то тут оно какое-то вот порошковое, то есть по вкусу
По запаху, точнее, классно, а вот по вкусу и по текстуре, ну, такое. Но все равно прикольно, интересно что-то новое попробовать. Во-вторых, забег проходил на ВДНХ, и, что просто взрывает мозг, раздевалки и камеры хранения были не в шатрах на улице, а в помещении. То есть ты заходишь в здание, заходишь в раздевалку, да, она малюсенькая, да, там тесно, но она в помещении. То есть, учитывая, что было холодно, в раздевалке вообще было не холодно, удобно, и вещи находились в помещении. Под камеру хранения была выделена огромная-огромная комната, и было просто потрясно. Дальше дистанции стартовали в разное время. Сначала стартовали, по-моему, 11 и 5,5, а наш забег на 2,5, или сколько он был? Полтора, наверное, километра. Он стартовал самым последним, то есть потоки не смешивались. Плюс, что мне еще понравилось, так как в этом забеге не было награждения, хотя был тайминг, то есть чипы с таймингом были, можно было встать вперед, потому что в нашем забеге также участвовали дети. И я посмотрела по фоткам прошлых лет, что если встать за детьми, то можно попасть на фотки со старта. И да, наконец-то у меня есть фотки со старта, но забегая вперед, у меня также были фотки с финиша, что просто пушка, хотя мне показалось, что опять, когда я подбегала, фотограф опустил камеру, но, видимо, до того, как я увидела, что он опустил камеру, он все-таки нащелкал, потому что фотки реально есть. Ну, короче, одеться пришлось как на забег. Вот почему, когда был фестиваль ходьбы, было тепло, а когда был забег тот и этот, холодно. Он опять сочинский рюкзак с кучей вещей, а вот, кажется, подъезжает мое такси. До МЦК поеду на такси, а дальше, а может и не мое. Да, это не мое такси было. Все с утра едут на такси, потому что пробки. Ну, короче, вот, до МЦК поеду на такси, а дальше уже по МЦК и пешочком. Хотя я сейчас подумала, что сегодня воскресенье, и, наверное, можно было бы обойтись без такси. Ну, зато не надо будет стоять в очереди, ждать автобус, вот это вот все. Так что, ладно. Ну что, пока все идет по плану, я вот приехала уже к МЦК. Вот тут стадион Локомотива. Водитель вообще классный. По телефону не разговаривал. Какую-нибудь раздражающую музыку не слушал. Сначала я села, у него было тепло. Но я ничего не сказала, просто расстегнула куртку. Он это увидел. Сделал, короче, кондиционер попрохладнее. Потом увидел, что я начала поправлять баф на щеке. Сделал, наоборот, потеплее, но не сильно. То есть прям вообще отлично. Сейчас вот дойду до ТЦшки, посмотрю, может быть, там уже ростик сработает. Если да, то возьму кофеечек, потому что дома я ничего не успела выпить, но не особо хотелось. И потом прыгаю в МЦК, еду до Ботсада и там пешочком. Пока все по плану, мне прям нравится. Блин, этот Ботсад. Я сейчас вспомнила, как ездила, не помню, либо командный основного чемпионата, либо на соревнования регионов Артмастерс, и тоже вышла не на ту сторону, а до этого я уже садилась сюда на МЦК и ехала, наверное, в сторону Партизанской или не знаю, не помню. И, короче, я выхожу с МЦК, смотрю по схеме, типа, к метро, выхожу, а там другой выход. Тут вход в метро, получается, есть с обеих сторон. Это МЦК. И, блин, ё-моё, почему там так непонятно, что, ну, реально уже я не первый раз выхожу не туда. Потом вышла, поняла, что не туда вышла, пошла обратно, на всякий случай у охранников спрашиваю, говорю, а на ВДНХ туда? Они такие, на метро, обратно. Я говорю, да мне не на метро, мне пешком. Они говорят, ну да, тогда туда, минут 40. Ну, камон, я ж не сказала, что к главному входу ВДНХ. Мне на ВДНХ, но к той стороне, которая ближе сюда, к Ботанке. Тут Яндекс показывает 22 минуты идти. Вот я тут вышла сразу. Колесо видно, башню Останкинскую. Ну, блин, что-то надо с этой навигацией делать им. Ой,
Утро явно не мое время суток. 2 раза чуть не ушла не туда. Ну, точнее, 1 раз ушла. Благо вовремя одумалась и включила GPS. Потому что там надо было идти через лес. И там же, ну, в лесу много разных тропинок. А потом уже при выходе к самому ВДНХ тоже чуть не ушла в другую сторону. Хорошо, что шла девушка. Мы причем с ней почти вместе с МЦК выходили. Но, видимо, немножко разными дорогами шли. Она в мерче тоже вот этого фонда. Поэтому я так за ней пошла. Но сейчас уже немножко ее обогнала. Надеюсь, сейчас уже не запутаюсь. Смотри, руку дай, пожалуйста. Ждем старт. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Короче, в этот раз я вывезла 423 метра, прежде чем перейти на шаг. Твою мать! Как же это задолбало! Ой. Ну что, осталось 400 метров. Надо потерпеть. Ну, уже. Не упади! Давай, давай, давай! Прямо, прямо, прямо! Давай, 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 прямо смотри! Что-то мне часы показали 1:28 почему-то. Я в конце просто ног не чувствовал, как это делал. Поздравляю. Спасибо. Давай, отойдем, чтобы не толпиться. Ну, блин, по-моему, опять фотограф на финише передо мной прям опустил камеру. Чё за невезуха, блин? Всем спасибо, друзья, за проведение такого прекрасного мероприятия. Очень хорошая возможность, о чем я говорю, вот эта инклюзивность, возможность соединиться нам. Площадка. Короче, пыталась показать часы, но солнце сильное, нифига не видно. Там какой-то дикий график пульса. Показала средний темп 8,5. Ну, это, конечно, трэш. А вот для тех, кто бегает, да, вот вы, я считаю вас профессионалами бега каждого человека. И что самое сложное в беге? Когда Что самое сложное в беге? Но на самом деле Бег. 200 их оказалось. Что? Тоже пробежала. А мне показалось, ты сказал проснуться. Я думаю, это сложно. Ну, это, кстати, про выносливость, хорошо. Что самое сложное в беге? Ну, короче, Еще, трэш. кто знает? Точнее, ваши советы для меня. Помните, я в каком-то из видео говорила, что, возможно, к тому забегу, который будет 28-го в Крылатском, я смогу пробежать этот километр. Забудьте нафиг! Это невозможно. По крайней мере, не в этом году. Ура, я успела взять лимонад. Сначала нужно было, чтобы его взять какой-то розовый браслетик, я так и не поняла где. Но потом они кончились и стали выдавать по медалькам. Вот мне поставили галочку на ленте, что я взяла. А там вот сзади, под белым шатром, был центр кинезиологии и реабилитации. Я одна из последних успела туда подойти. Меня там пощупали, покрутили, понажимали на все мои болевые точки
где седалищный нерв, короче, бедро, коленка, где-то там на икроножной мышце. Сказали, что это все из-за того, что я ложусь среди ночи. Обидно. Вот, а под, по-моему, желтым была какая-то прикольная штука, там можно было крутить велосипед и этим самым выдавливать сок, но я не успела туда подойти, к сожалению, уже закрылась эта штука. Третий открытый чемпионат Москвы по хипатлетике. Ну, хотя бы лимонадик взяла. Первый этап. Собственно, как пробежала. Первые, сколько? 423 метра я бежала. Видимо, сыграло то, что я была относительно в начале, и не сильно пришлось там в толпе как-то не в своем темпе бежать. Хотела побольше, но не смогла. Потом все-таки перешла на шаг. Потом где-то на 710 метре снова где-то 220 метров пробежала. И когда уже осталось немного до финиша, снова побежала. Финишировала я, сейчас скажу какая. В финишном протоколе на нашу дистанцию разделялись участники с инвалидностью и без инвалидности. И из участников с инвалидностью я финишировала 38-я из 98, по-моему, всего. И 20-я из 55 женщин. Что в целом неплохо. Но, честно говоря, ребят, очень сложно описать свои эмоции. То есть, с одной стороны, ты бежишь с людьми, у которых гораздо более серьезная инвалидность, и вдохновляешься тем, что они бегут и не останавливаются, а с другой стороны ты думаешь, блин, ну какого хрена, когда это все закончится, когда я-то смогу нормально бегать без остановок, потому что люди с более серьезной инвалидностью бегут и не останавливаются, а я, блин, сдыхаю через несколько сотен метров. То есть, я не знаю, если после забега на Поклонке у меня была надежда, что вот этот забег, который будет в Крылатском, я смогу пробежать без остановки, то после забега на ВДНХ я поняла, что, ну, это нереально. То есть, ну, по крайней мере, не в этом году. И, то есть, ну, очень-очень смешанные чувства. То есть, как бы кто-то скажет, вообще, закрой рот и перестань так говорить, что ты, типа, какая-то немощная, что-то не можешь и так далее, и просто тренируйся. Но, ну, в каком-то смысле я реально немощная. Сейчас как раз прохожу переосвидетельствование МСЭК, потому что мне на год дали группу. Не знаю, оставят ли такую же, скорее всего, думаю, понизят, но я все еще как бы не совсем здорова. То есть, ну, не то чтобы... Не хочется себя жалеть, но, с другой стороны, не хочется себя слишком загонять. Вот это вот достигаторство, оно ни к чему. То есть, я стараюсь максимально щадяще и внимательно относиться к организму. Ну, блин, ладно, хватит про это. Просто забег, восторг. Про медальки еще. Они были двойные. И когда я смотрела на сайте, как они выглядят, мне показалось, что там были, по-моему, 2 цвета ленточек, что ли, и мне показалось, что вот с одним цветом ленточки там написано «больше, чем можешь», а с другой ленточкой написано «инклюзивный забег». И когда я выходила на старт, я думала на финише попросить, чтобы мне дали вот именно ту, где написано «больше, чем можешь». Но когда я подбегала к финишу, естественно, я уже была на последнем издыхании, сил ничего просить не было, взяла, какую дали, и я просто с огромной радостью обнаружила, что эти медальки двусторонние. То есть, если вот так вот перевернуть, с одной стороны там «больше, чем можешь», а с другой стороны инклюзивный забег. То есть, ну, супер классно. После финиша давали ланчбоксы с бутербродами от Grow Food. Ну, естественно, водичку давали. Были всякие приколюхи. Я вот теперь в следующем году поеду заранее, потому что я приехала, ну, практически к своему старту, а после финиша успела только в одно место зайти из шатров спонсоров, партнеров, а было, ну, много реально классных штук. Не было вот такого трэша, как на дне ходьбы, как на зообеге. Все было просто супер. То есть, ну, реально по всем фронтам. Выдача стартовых пакетов, сдача и выдача вещей в камеру хранения, раздевалки, сам забег, ну все, просто супер, просто потрясающе. Вот реально поклон этим организаторам. То есть, ну, просто лучшие, реально лучшие. Я
Я реально на обложку поставлю фотку и напишу «Лучший забег 2025», потому что это реально так. Спасибо огромное. Увидимся в следующих видео. Еще чуть не забыла. После забега там был чемпионат по кибатлетике. Я в душе не представляла, что это такое, и по названию я думала, что это какой-нибудь модный сейчас кибер-типа спорт. Но это вообще оказалось другое, и просто смотрите, что там было. Я весь день провела на этом ВДНХ, и эмоции просто через край. Поэтому реально, вот этот день, когда был этот забег, это куча положительных эмоций. Девушки привыкли ходить в магазин, так уверенно они набирают корзину. Офигеть, короче, Уже тут у нас команда ЦТО. чемпионат по кибатлетике. Я сначала не понимала, что это такое, а вот сейчас уже вторая трансляция. Люди с разными протезами выполняют всякие задания. И некоторые из них, даже руками сложно сделать. Ну, в смысле, не протезами. Там вот дальше будет провести кольцо по металлической трубе, не коснувшись ее. Это даже руками сложно сделать. Я просто восхищаюсь. А еще тут был саундчек. Будет выступать гитарист, у которого 2 пальца всего, по-моему, на левой руке. Тоже просто, Чуть-чуть опережает. Это какие-то нереальные люди. Софью Бражникову. Софья, 1 бутылочка, 2 бутылочки осталось. Смотрите, какая прикольная штука. Типа приставка со сноубордом. Я прокатилась там, немножко вспомнила, как это. А там он еще есть тренажер, типа такого, как... не видно. Ну, короче, типа как мы пару лет... Нет, не пару, наверное, лет уже 6 назад с Фрост на какой-то туристической выставке в гостинке. Там была такая же штука, только с лыжными ботинками, а тут прям сноуборд. Не знаю, может, постою, тоже покатаюсь. Занимаюсь велоспортом, это тоже цикличная работа, и мне это немножечко ближе, чем зимний вид спорта. Ну, тем более я родился зимой, я зиму не очень люблю, я люблю, когда тепло, когда жарко. А здесь у нас есть уникальная возможность в тепле под кондиционером попробовать покататься на сноуборде, это очень круто, тем более, когда-то никогда это не делал на протезе, и вот при вас я первый раз это попробовал. Да, блин.
Блин, офигеть. Смотрите, вот этими машинками можно управлять силой мозга. Это нейрогонка. Сейчас я на тебя надену вот эту штучку, и тебе нужно думать, чтобы машинка поехала. Чем-то похоже на телепатию, которую, правда, пока что очень сложно контролировать. Спасибо большое. Ну, вот мы сейчас общаемся с группой инвесторов, которые заинтересованы, плюс гранты взяли на деятельность. Серьезных инцидентов, как связанные с головным мозгом, реабилитация, конечная реабилитация вот этих тактильных ощущений, да, вот это вот все. Поэтому подходите, смотрите. Мне кажется, это проиграл. Здесь вот надо не напороться на вот этот вот астероид летящий. Надо собрать, наоборот, их надо... Смотри. Нет, они встали, вот я со второго смотрю. Этажа. Теперь ты будешь за мной гоняться, да? Я сначала посмотрю тут света. Блин, сейчас вообще обидно было. Я сначала пошла в кофейню, ну точнее кафе, я думала, что кофейня, которая тут есть. Но там кофе только дрип, по-моему, и стоит что-то там типа 280 рублей, отдельно молоко еще 50. Я подумала, что слишком шикарно. Вспомнила, что у меня есть чайные пакетики и пакетики сахара в рюкзаке, и что на втором этаже стоит кулер. Подошла к нему, посмотрела, он подключен к розетке. Вроде все нормально, положила пакетик чая. У меня было 3 пакетика, один из них зеленый. Засыпала сахар, наливаю воду, сначала чуть-чуть. Она что-то не горячая, думаю, ну, наверное, дальше пойдет горячая. И нифига, короче, налилась холодная. Ну, не холодная, еле теплая. Короче, нифига не заварилась. Потратила просто впустую пакетик чая и сахара. Ну, я имею в виду 100 баллов. Чувствую себя немножко барабанщиком, который смотрит на чужие жопы. Тут офигенный запах и не менее офигенная картинка.